Что первое вам приходит на ум, когда вы слышите слово Fallout? Сине-желтые комбинезоны жителей убежищ, мутировавшие от радиации твари, или, может, города, застывшие в руинах? А ведь когда-то они были прекрасными мегаполисами, с причудливыми небоскребами, где по широким проспектам мчались футуристические автомобили. А что если я скажу, что это не выдумка создателя игры, а будущее, в которое искренне верили люди в далеком 1939 году? Заинтригованы? Тогда пристегнитесь покрепче. Мы отправляемся в Нью-Йорк прошлого века на всемирную выставку, создавшую мир Fallout. Середина 1930-х годов. Мир скатывался к новой большой войне, а США погрязли в Великой депрессии. Миллионы американцев потеряли работу, а вместе с ней веру в завтрашний день. Жизнь казалась черно-белой. Именно в это трудное время в Нью-Йорке родилась смелая идея провести всемирную выставку, которая вдохнула бы жизнь в городскую экономику. Но выбранное для нее место шокировало всех. Flushing Meadows – гигантская заброшенная свалка в Куинсе, где годами сжигали уголь и мусор. Провести выставку мирового масштаба на помойке звучало как безумие, но в этом и был замысел. Организаторы хотели воссоздать из пепла и забвения сияющий мир будущего. Так и назвали выставку. Она должна была стать символом возрождения, призванным показать американцам, а заодно и всему миру: кризис позади, а впереди светлое завтра, полное невероятных технологий и чудесных открытий. Торжественное открытие выставки состоялось 30 апреля 1939 года. На церемонии присутствовали Альберт Эйнштейн и президент США Франклин Делано Рузвельт. I hereby dedicate the World's Fair, the New York World's Fair of 1939, and I declare it open to all mankind. Взором первых посетителей открылся фантастический город, будто с другой планеты. Здания поражали воображение своими необычными формами и яркими цветами. Американцы, привыкшие к серой реальности, словно попадали в цветную сказку волшебника страны Оз, фильма, ставшего в том году хитом кинопроката. Выставка занимала огромную территорию – 5 квадратных километров. В ней участвовали 1400 компаний, включая таких гигантов, как General Electric, General Motors и Ford. Свои павильоны также представили 62 страны и 23 штата США. Над их созданием трудились лучшие архитекторы и художники, оформившие здание в стиле арт-деко и его футуристическом ответвлении – стримлайне, олицетворявшем скорость и прогресс. А теперь давайте прогуляемся по основным достопримечательностям выставки. Ее сердцем стали 180-метровый обелиск Трилон и 55-метровый шар Перисфера. Через Трилон посетители попадали на крупнейший в мире эскалатор, который поднимал их к двум вращающимся балконам внутри Перисферы. Оттуда открывался вид на диораму «Демократия», макет идеального города будущего. В его центре располагались парки и общественные пространства, а все заводы были вынесены на окраины и отделены зелеными зонами. Особая система освещения создавала эффект смены времени суток. Ночью в зданиях зажигался свет, а на потолке появлялись звезды. После осмотра посетители спускались по спиральному пандусу, с которого открывался панорамный вид на выставку. Напротив Трилона и Перисферы стояла статуя Джорджа Вашингтона, первого президента США. Выставку приурочили к 150-летию его инаугурации, которая прошла в Нью-Йорке в 1789 году, когда город был столицей страны. Далее мы направляемся в павильон компании Westinghouse Electric, где посетителей встречал робот Электро. Ladies and gentlemen, I'll be very glad to tell my story. Для большинства это была первая в жизни встреча с человекоподобной машиной. Электро, управляемый командами через телефонную трубку, мог выполнять 26 разных действий. Он ходил, двигал головой и руками, считал на пальцах и произносил до 700 слов, записанных на пластинку. Особый восторг вызывал трюк с курением сигарет,
который оператор сопровождал шуткой. Ему всего 2 года от роду. Позднее к Электро присоединился механический пес Спарко, по-нашему Искорка, умевший ходить, лаять и вилять хвостом. Здесь же демонстрировали одну из первых посудомоечных машин. Ее эффективность доказывали в формате шоу. Машина соревновалась с домохозяйкой в скорости и качестве мытья посуды, а ведущий комментировал происходящее как спортивное состязание, победу в котором всегда одерживала машина. Но, пожалуй, самым амбициозным экспонатом павильона стала первая в мире капсула времени. Она имела форму снаряда длиной более 2 метров и была изготовлена из сверхпрочного сплава. Внутри нее хранились уникальные артефакты своего времени, образцы материалов, семена, предметы быта и микрофильм с архивом 20 века, объемом 10 миллионов слов и 1000 изображений. А теперь внимание! Капсулу запечатали на 5000 лет. Вскрыть ее должны лишь в 6939 году. Чтобы вы представляли этот масштаб, 5000 лет назад египетских пирамид еще не существовало. Для будущих поколений создали 3000 книг инструкций с координатами зарытой капсулы, которые разослали по библиотекам и хранилищам всего мира. Завершив осмотр павильона Westinghouse, мы направляемся в павильон компании Radio Corporation of America, которая впервые познакомила американцев с телевидением. Именно с этой выставки в США началось регулярное телевещание. В павильоне посетители могли увидеть первые телевизоры, стоившие как целый автомобиль. Но главным аттракционом была действующая студия. Hiya, bud. Hiya. Now just act and talk naturally. Oh, is it going? It's on. Hiya, folks. This is Clark Gable Middleton speaking. As you can see if you've got your television sets turned on. What state are you from, bud? Indiana, the greatest state in the world. And if Grover Whalen's listening in, New York's okay too. Well, what do you think of the fair? Well, as a guy I once studied about said, I came, I saw, and I'm almost conquered. How you doing, Dad? Для тех, кто жаждал зрелищ, работал железнодорожный павильон. В амфитеатре на 3000 мест шло представление железной дороги на параде с участием сотен актеров. Это было путешествие во времени. На глазах у зрителей проносилась вся история стальных магистралей с 1820-х годов до 1939 года. В финале на сцену выезжал настоящий исполин – паровоз С-1, один из самых длинных и тяжелых в истории. Выставка предлагала и необычные развлечения. Например, 76-метровую парашютную вышку. Посетители поднимали на вершину, а затем они плавно спускались на парашютах вниз, наслаждаясь захватывающей панорамой. С вышки отлично была видна гигантская очередь у павильона General Motors. Люди стояли часами, чтобы увидеть главный аттракцион выставки – Футураму. Оказавшись внутри, посетители совершали путешествие в будущее. Более 500 движущихся кресел плавно проносили их над грандиозной диорамой площадью 10 тысяч квадратных метров, показывающей Америку 1960 года. Через встроенные динамики гид рассказывал о невероятном мире, где машины с автопилотом мчались со скоростью 150 км в час, мимо футуристических небоскребов, живописных деревень и заснеженных гор. Машины на диораме ехали благодаря системе конвейеров, создавая полную иллюзию движения. Футурама поражала своей детализацией. Для диорамы создали 500 000 зданий, 50 тысяч автомобилей и 1 миллион деревьев. Постепенно диорама становилась все больше, пока наконец гости не выходили на дневной свет и не оказывались перед полноразмерным макетом того самого перекрестка, который только что видели в миниатюре. В этот момент граница между будущим и настоящим исчезала. Кстати, знаменитый мультсериал «Футурама» был назван именно в честь этого аттракциона. Особым вниманием пользовался павильон Советского Союза. В то время как весь мир лишь грезил о будущем, СССР заявлял, что оно уже наступило на 1/6 части суши. Архитектором советского павильона выступил Борис Иофан, автор проекта Дворца Советов. Здание в форме подковы венчал 53-метровый постамент, 17-метровой статую рабочего, держащего в руке кремлевскую звезду. Американцы сразу же прозвали статую Большим Джо. Советская звезда взмыла так высоко,
что даже парил над американскими флагами. Из-за этого организаторам пришлось срочно водружать флаг США на вершину парашютной вышки, чтобы вернуть себе символическое превосходство. Внутри советского павильона гостей встречало масштабное панно «Знатные люди страны Советов», изображавшее летчиков, стахановцев, писателей и других передовиков социалистического строительства. Рядом располагалась уникальная карта СССР индустрии социализма, выложенная из самоцветов и драгоценных камней. В отдельном зале стоял 20-тонный макет Дворца Советов, а позади него висело панно «Парад физкультурников», изображавшее Москву будущего. Мировое признание получил фрагмент станции метро Маяковская, удостоенный гран-при выставки. Благодаря своему размаху павильон СССР стал самым посещаемым среди всех иностранных павильонов. С наступлением сумерек выставка преображалась. В лучах прожекторов и свете неона павильоны переливались всеми цветами радуги, превращаясь в тот самый мир будущего, о котором все так мечтали. Увы, этой мечте не суждено было сбыться. Выставка проработала 2 сезона, с 1939 по 1940 год. Уже в конце первого года ее сияние омрачила война. Второй сезон прошел на фоне разрастающегося европейского конфликта, и многим странам пришлось закрыть свои павильоны. Стало ясно, что обещанное будущее так и останется фантазией. Тем не менее, Нью-Йоркская выставка вошла в историю как одно из самых ярких и запоминающихся событий конца 1930-х годов. За 2 сезона ее посетили 45 миллионов человек, а ее уникальная архитектура, футуристические образы и безудержная вера в технологии позже вдохновили создателей вселенной Fallout, подарив нам тот самый визуальный код прекрасного, но так и не наступившего будущего. Спасибо, что досмотрели до конца. Если было интересно, поддержите канал подпиской и поделитесь этим видео с друзьями. А теперь вопрос к вам. Знали ли вы про эту выставку раньше? И что вас больше всего поразило? Робот Электро, Футурама или же что-то другое? Жду ваших ответов в комментариях. До скорого!